Всем привет! Ребят, распакуем сегодня вот такие вот небольшие пакетики. Здесь, по идее, должны быть комплектующие для моего старого ПК. Вот, этот ПК еще на 775-м сокете, если я не ошибаюсь. То есть ему примерно лет там 25. Вот, но тоже могу ошибаться, скорее всего, возможно, больше. Вот. И здесь так, для мелкого апгрейда, то есть должны быть такие для него комплектующие. И для пользования, то есть повседневного, тоже должны быть аксессуары для там телевизора, к примеру, или для того же компьютера. Итак, рассмотрим, что здесь вообще приехало. Начнем вот с этого пакета. Я его уже открыл еще на почте, чтобы как бы проверить его целостность содержимого. Здесь у нас оперативная память, какое-то кольцо непонятное нам прислали. Вот, и оперативка у нас Kingston по 2 гигабайта плашка. То есть у меня, так как старая материнка, у нее максималка 8 гигабайт. Вот, поэтому как бы 4,4, соответственно, будет 8. Вот, заказывал я ее вот на AliExpress. То есть вот Azu, Kingston. Ну, вот такую вот я заказывал память. Соответственно, здесь вот все указано. DDR2 1, 2, 4, 8 гигабайта, то есть можно было заказать. Здесь, соответственно, можно выбрать, какую память вам нужно. Вот. Так что, как бы вот так вот. Это я все поставлю в компьютер и уже буду там проверять, что работает, что нет. Но, по крайней мере, сейчас там стоит у меня 4 плашки по 1 гигабайту. И, ну, прям совсем компьютер тупой. Я решил его просто немножко, так сказать, ну, надеюсь, что у меня получится ускорить, чтобы хотя бы ребенок какие-то минимальные игрушки мог там свои играть. Вот. Дальше пойдем по этому конвертику. Так, здесь у нас получается Bluetooth адаптер. Он USB адаптер 3 в 1. Так вот он называется. Открываем и смотрим. Все целое, даже, как ни странно, коробка не мятая. Тут у нас в коробке есть вот такая вот небольшая инструкция на китайском и английском языке. И непосредственно у нас здесь все как бы, ну, написано как, где используется, где можно применять. Потом в комплекте идет вот такой вот провод, даже 2 провода, то есть здесь у нас 2 входа-выхода, и можно переключаться. И здесь уже провода сюда вставляются. Вот таким образом это все у нас используется. Ну, в общем-то, здесь 2 провода для этих разъемов и 2 режима. То есть через AUX и непосредственно через Bluetooth, чтобы передавало это устройство. Я его взял также для телевизора, например. То есть если в телевизоре, ну, нету Bluetooth, а есть USB, да, то есть USB вставляешь, один конец, получается, провода вставляешь в AUX и другой конец, то есть в один из этих разъемов. И можно слушать через Bluetooth наушники, то есть там музыку или смотреть ТВ, то есть, к примеру, вот это как бы как вариант. Заказывал я это тоже дело все на Алиэкспрессе. Сейчас даже я вам покажу. То есть вот этот товар. Вот здесь показано как что им. То есть Bluetooth 5.0. Я, конечно же, это все сейчас еще чуть попозже буду проверять. Пойду в компьютере, вот, и можно
таким образом без проводов. Также смотреть там ютубчик на компьютере, слушать какие-то колоночки, играть, допустим, в ту же приставку через Bluetooth наушники, чтобы проводов не было. То есть стоит недорого, как бы, и вот такая функциональная штука. Вот. Как по мне, это девайс, опять же, кому-то нужен, кому-то нет. Я вот решил попробовать, потестить. Мне как бы иногда бывает нужно, также за компом сидишь, наушники проводные у меня, к сожалению, поломались. А вот этими я вот буду пока пользоваться. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, дальше у нас тут идет вот такая вот какая-то бумажка, пакет большой, а содержимое маленькое. Это у нас идет адаптер, ребята, HDMI на DisplayPort. Этот переходник я купил для того, чтобы как бы пользоваться проводом HDMI, да, и в видеокарту вставлять DisplayPort, например, да. Вот. И сейчас материнки тоже пошли, у них уже тоже DisplayPort в основном. Раньше в основном пользовались все DVI, да, переходниками или как бы проводами, но сейчас уже в основном дисплеи идут с HDMI или DisplayPort. Также материнки тоже идут многие с HDMI DisplayPort. Видеокарты также нового образца, которые выходят, у них тоже DVI нету выходов, у них или DisplayPort, или HDMI. Вот этот переходник, он стоит копейки, но также он лично мне может пригодиться, поэтому как бы я его взял, тоже буду пробовать. Дальше у нас следующий конвертик. Это у нас, ребята, SSD диск. Такой SSD диск я уже использовал. Мне он до сих пор работает, тоже с AliExpress, ссылочку оставлю. Это у нас получается на 256 гигабайт, то есть для винды, для каких-то игрушек можно сюда понакинуть, я думаю, вполне себе хватит. У меня он как бы служит давно, пока претензий к нему нету. Вот. HDD у меня просто для хранения фотографий, там видео, всякого там документов и так далее. Вот. А SSD это под винду, под программы, под игры. Вот. Я также поставлю на этот компьютер старенький, и я думаю, он тоже будет поинтереснее и побыстрее немножко работать. Дальше, ребят, вот такой вот провод HDMI, да, я тоже заказывал. Я его уже распаковал, он без пакета. Вот, я его как только получил, сразу открыл. Я его сразу попробовал, потому что времени там оставалось мало на подтверждение заказа. Вот, и чтобы его не продлевать, я его как бы распаковал раньше всех. Здесь что я могу сказать? Провод работает, все отлично. Здесь сделано вот в этих местах, где обычно переламываются дешевые провода. Все нормально. Вот. Сам провод жесткий, оплетка у него такая жесткая. Это, наверное, один из минусов. То есть он такой, как бы вам сказать, дубовенький, да, скажем так. Вот. Но, с другой стороны, он не травмируется. И, то есть его пережать там и так далее будет сложно. Если вдруг там стулом на него как-то встанете или там стол на него поставите. То есть он такой жесткий, упругий, как бы его сложно будет перебить. Вот. В целом, как бы, неплохой провод. Это, по-моему, самый дешевый, что я нашел. И по отзывам там были как бы нормально все. Вот. Поэтому я его заказал. Все это пришло в течение где-то 3 недель. То есть все, вот что сейчас мы здесь распаковали, пришло довольно быстро. Вот. Что-то я распаковал сразу, что-то распаковал потом. Вот. Ну а сейчас я пойду это все буду ставить и уже смотреть на месте, как это у нас и чего будет работать. Итак, вот этот провод, вот HDMI. Вставил я его в порт HDMI, естественно. И здесь я его вставил вот в видеокарту через непосредственно вот этот переходник HDMI DisplayPort. Вот, и все как бы работает, все нормально. Также я пробовал и через обычный HDMI, но если хотите, то можем проверить.
Вот так вставим сюда. Так не ставится, надо вытащить. Так, этот вытащим, а HDMI вставим. Так вот. Просто вот такие переходники, как и по мне, это уже прошлый век, и мне кажется, они вообще скоро уйдут. Поэтому я купил переходник на DisplayPort HDMI. Вот. Ну и посмотрим, работает ли экран. Да, все, вот дисплей, пожалуйста, работает. То есть переходник и провод, все это рабочее. Вот. Теперь мы сейчас вставим вот эту вот оперативную память серверную, да, по 2 гигабайта плашка, и у нас будет уже компьютер с 8 гигабайтами на борту оперативной памяти. Итак, вот мой старенький ПК, которому лет, наверное, 25, и мы видим, вот она, оперативка там в проводах стоит. Сейчас мы ее вытащим и посмотрим, что за оперативка. Итак, вытащили оперативочку. Вот она у нас получается. 4 плашечки. Она здесь разная. Вот. И она по 1 гигабайту. Вот написано здесь 1 гиг. Вот. Ну, в общем, она вся по 1 гигабайту. Старая, оперативная, то есть она, в общем, не знаю, по-моему, одна только плашка менялась, это вот это, а так они все стояли кингстоновские, вот, современные его, как бы, начало использования, вот. И он долго стоял, в общем, в углу, так как пользовались другим компьютером, этот у нас был сломан, вот. Я его решил так немножко подшаманить, чтобы ребенок, как говорится, пользовался в своих нуждах. Вот. Сейчас мы будем ставить вот эту оперативу, которая нам приехала с AliExpress. Сейчас воткнем и посмотрим вообще, что у нас получится. Так, ребят, в общем, ставил я эту память. Вон она там в проводах. Не знаю, видно вам, нет, вон она. Вот. Собственно, все 4 плашки я всунул. И поставил сразу вот этот SSD накопитель, который пришел. Просто хотя бы посмотреть вообще, ну, видит его, нет компьютер. Сейчас-то я на него ничего не буду ставить, там ни винду, ничего, это уже потом я буду с этим колупаться. Но хотя бы проверить вообще, как бы видит его ПК или нет. Сейчас мы это все дело включим. Компьютер запустился. И смотрим. Так. Зайдем в BIOS. Так, в BIOS мы зашли. Зайдем в boot. Потом сюда посмотрим. И у нас вот есть SSD. Это LAN-диск, это, ну, тот, который с виндой, это HDD, вот. И SSD вот это 256, это вот который у нас получается новый. Вот, ну, мы F10 нажимаем, окей. Сейчас ждем загрузится, и я включусь. Так, в общем, винда у нас запустилась, винда здесь 10-я. Сейчас мы зайдем в свойства компьютера, сначала посмотрим, что у нас там показывает. Так, сейчас грузится, смотрим по программе. Так, у нас название компьютера, это наш процессор. Оператива у нас теперь 8 гигабайт. То есть все работает, 8 гигабайт она видит. Так, дальше это мы сейчас закроем и посмотрим у нас, что нам покажет AIDA. Я как бы слабо шарю вообще в ПК-шном железе, но хотя бы вы видите вообще, ну, как бы,
отображается ли у нас вообще эта оперативка. Все видит Kingston по 2 гигабайта, вот они, пожалуйста. То есть 8 гигабайт теперь у нас максимальная память, которая может стоять на этой материнке. По поводу разогнать, не разогнать, я не знаю, возможно ли вообще. Я как бы не занимался этим никогда. Но если получится, я погуглю, попробую ее разогнать, возможно, будет лучше. Но я думаю, что сыну, который у меня младший, ему вполне этого хватит в свои минимальные какие-то игрушки, там типа Роблокса или еще там какие-то он играет. Вот. Я думаю, ему этого вполне достаточно, так как требовательных игр он пока не играет, ему всего лишь 4 года. Вот. Так что вот так. Пойдем адаптер Bluetooth еще потестим. И еще мы сейчас посмотрим, у нас видит ли наш SSD-шник. А наш SSD что-то это C, D. А где же еще один диск? Так, дисковые устройства. Здесь вот они отображаются. Вот 240, 256, но не отображается, в смысле, в моем компьютере. Как ни странно, почему? Напоминающее устройство. Управление дисками. Ага. Так, инициализация диска. Диск 0. Чтобы диспетчер. Так, погоди, основной загрузочный. Угу. Угу. Так, вот, не распределен. ТЦ это... Так, это значит, мы его сейчас создать свойства. Устройство работает нормально. Драйвер. Так, стоп. Нам, наверное, надо создать тон, да? Далее. Это вот минимальный разъем раздела. Так, далее. Ну, пусть будет B. Далее. Готово. Пусть отформатируем мы сейчас его. Он новый. Так, ну получается как бы все. Новый тон. Итак, у него реально 256, а показывает он 238. То есть он там, ну, немножко ниже, меньше в смысле, ну, как бы так и пока указано было на Алике, ну, где я его покупал, на Алиэкспресс. Вот, теперь посмотрим, что нам показывает мой компьютер. Вот, все, он отображается, как новый тон, диск B, вот я его назвал B, то есть он отображается пустой. 238 реальная как бы емкость, а не 256. Вот. В общем-то, у меня с Алика уже диск работает, вот на другом компьютере он стоит. Как бы я этот взял, ну так, про запас, знаете, бывает так, что как бы вот нужен диск, этот даже можно его использовать как, например, ну еще для расширения там компьютера, например, у вас HDD забит там, к примеру, вот, и надо что-то перенести. Просто к SATA подключить этот диск, к примеру, что-то на него закинуть, и этот диск без проблем можно подсоединить к другому компьютеру и данные скинуть, как бы, вот, собственно, и все. Так, по дискам и по проводам, по оперативной памяти и по переходнику DisplayPort разобрались. Пойдем попробуем, сейчас еще потестим мы этот Bluetooth адаптер. Итак, ребят, в общем, я вот включил Яндекс.Музыку, и сейчас попробую через этот адаптер я подключить вот такие вот Bluetooth наушники от Bluetooth. Вот. Правда, здесь один иногда
как бы глючит наушник, но один работает вроде бы исправно. Вот, и сейчас я попробую все это сделать. В общем-то, я вот этот адаптер сам, да, включаю его в USB. В USB его вставляю. И провод сюда вставляю. И тут, в общем-то, мы сейчас включим. Здесь у нас TX стоит. TX. Значит, и вставим в TX. Это получается у нас нижняя. Вот сюда. Так. Итак, ребят, адаптер подключил я к USB переходнику. Ну, в смысле, это удлинитель USB-шный просто. Вот. Он мигал красным. Сейчас давайте все заново я попробую вам показать. Так, выключаю наушники. Сейчас, секунду. Так, она сказала, что off, значит выключены. Второй. В общем, оба наушники я выключил. И, в общем, суть такая. Берем вот этот вот адаптер Bluetooth. Как там указано, ну, к настройкам мы перейдем позже чуть-чуть. Я там перейдем на сайт AliExpress, где я покупал. Там немножко описано, как настройка происходит. Вот. Я, честно говоря, там особо не читал, просто попробовал, у меня сразу получилось. Вот. Но потом я уже ознакомился с инструкцией, ну, как это бывает у нас. Вот. То есть вставляю этот удлинитель, просто USB, под столом не очень удобно снимать. Включаем, он должен мигать красной лампочкой. То есть он получается в поиске. Вот. Включаем наушник тоже, чтобы он, соответственно, мог найти наушник, вот этот адаптер. Я его ставлю в ухо, чтобы она там не говорила color on или color off. Так, вот он, color on. И вот он мигает, можете видеть, да? Сейчас перестанет мигать. Он, по идее, должен сам подсоединиться. Так, пока она там что-то бормочет на своем китайском у меня в наушнике. А-ля поиск, наверное. В общем, суть в том, что когда девайс соединится, а вот она сказала connected, и лампочка перестала мигать. То есть, значит, он нашел тот девайс, который я к нему присоединяю. Ну, в данном случае это вот такие вот Bluetooth наушники. Вот. И сейчас уже перейдем на экран. Вот, и я как бы попробую вам записать. Здесь, правда, на этих наушниках ну, плохой как бы этот микрофон, да, но как получится. Вот. И заодно я вам скажу как бы по ощущениям, что слышу я, не слышу что-то в эти наушники или нет. Это пока отложим в сторону. Вот. По крайней мере, мы сопрягли их уже с наушниками, уже хорошо, значит, оно хоть как-то оно уже работает. Так, это пока в сторону, и перейдем, собственно, на экран компьютера. Так, буду все делать через удлинитель. В общем-то, включили удлинитель, вот он у меня в одной руке. Здесь, чтобы увидеть вот этот индикатор, я вставляю это все дело в удлинитель. Вот. И у нас здесь мы включили TX, и там включили в гнездо наушника, рядом микрофон гнездо. Вот здесь у нас загорелся вот такой вот ну, индикатор красный, да. Так, теперь мы это дело сейчас включаем или выключаем. Сейчас я его вставлю в ухо, в общем-то, и буду уже как бы слушать, что там говорит, включен он или выключен. Так, connected говорит. А, вот, все, заработало. Сейчас наушник у нас поет. Попробуем другой трек какой-нибудь. Вот. Так, а через наушник?
Через наушник, походу, не переключается, только так. Так вот, пожалуйста, да, треки можно выбирать. Но там присутствуют какие-то помехи, не знаю из-за чего, но что-то потрескивает. Я думаю, что это из-за разъема самого. Не знаю, будет слышно, нет. Вот я к микрофону наушник поднес. Надеюсь, что будет слышно. Вот, сейчас к микрофону поднес, вот. Я думаю, слышно. Ну, в общем-то, с компьютером вот получилось, как бы наладили. Все вроде бы работает. Вот, но другой режим я сейчас буду разбираться. Итак, ребят, в общем-то, вот этот адаптер, я его покупал за 310 рублей 91 копейку. Вот, и, в общем-то, сейчас он стоит вот так вот. Возможно, так, секунду, сейчас. Я брал вот эту вот комплектацию. Вот сейчас он даже дешевле получается. Так что есть смысл заказать. Не знаю, какая цена будет на момент выхода ролика, но, по крайней мере, он подешевел. Вот. Дальше мы здесь можем спуститься пониже. Здесь описывается, как и с чем он работает. То есть это можно с ноутбуком его сопрягать и наушники подключать. Также телевизор, вот, у которого Bluetooth не поддерживается, можно телевизор через провод, и также можно слушать наушники. То есть и как бы другие девайсы вот есть. Пожалуйста, колонка. Вот. Можно через планшет как бы использовать также. Вот здесь описывается это режимы TX и RX там на боковой панели. Вот это вот переключатель. Вот это как бы режимы, смотря с чего вы подключаете. Вот, собственно, я только для компьютера его покупал, так как на телевизоре у меня есть Bluetooth и наушники без проблем сопрягаются с ним. Вот, а здесь вот как бы для ПК и, собственно, возможно, для ноутбука, но ноутбука у меня пока нет. Мне он нужен для компьютера, этот адаптер, чтобы провода не тянуть, а вот его вставил, как бы, и сидишь, занимаешься, слушаешь музыку, или в игру играешь, например, ну, как для сына, если, да, он будет слушать без проводов и другим не мешать. Вот здесь вот есть также описание, как, чего и почему, куда включать, какие режимы использовать и к чему, то есть как к телефону вот его сопрягать. В общем-то, здесь все расписано, и в принципе на русском без проблем можно почитать, и не нужен, в принципе, переводчик. Вот. Также здесь можно почитать отзывы, это, я думаю, мало кому интересно. Характеристики, вот, это Bluetooth 5.0, и что немаловажно, кстати, вот, его название вот так вот отображается, так что можно его опознать. Так, ну и, собственно, сейчас вот я его подключил, и можно слушать музыку. Вот я сейчас слышу, я его к микрофону вам поднесу, наушник Bluetooth. Вот, я надеюсь, слышно. Сейчас я прибавлю, вот, чтобы вам было лучше слышно. И к микрофону. Ну, в общем-то, вот так вот. Все слышно, все работает. То есть для той задачи, для которой я покупал этот адаптер, он справляется. Буду ли я пользоваться другими его функциями, честно говоря, пока не знаю. Но я его покупал именно для ПК, повторюсь. Слушай музыку или играй в игры. Вот. Также у меня есть еще беспроводные наушники, которые одеваются на голову. И также их можно тоже использовать. Вот.
Собственно, на этом все. Bluetooth рабочий, все нормально. Рекомендую, доехал довольно-таки быстро, в течение 3 недель. Ну, как обычно, с Китая приезжает все, проблем нету. Вот. По поводу продавца, с продавцом не списывался, не знаю, по этому поводу ничего не могу сказать. Так что адаптер работает, все хорошо.